Всем привет! Мы наконец дождались что-то новенькое от компании Pioneer. Я не могу сказать, что это то, чего ждал я, но у нас есть целый огромнейший рынок потребителей головных устройств соло, то есть без усилителей. Такая категория людей, которые не хотят заморачиваться, им не надо, чтобы был громкий звук, какой-то супер качественный. Как правило, это замена совсем ужасной штатки или вообще, когда отсутствует какая-либо магнитола. Люди ставят магнитолу, подключают к ней динамики от встроенного усилителя и кайфуют. В эту категорию Pioneer, и не только Pioneer, у нас в следующем обзоре речь пойдет о Sony, тоже 4 по 100 Вт. Выпустил две модели, 4800 и 280. Аббревиатура FD в названии обозначает, что это класс усилителя. Есть А, Б, D это какой-то FD. Я, если честно, не знаю, как это переводится. Full Digital или там как-нибудь еще. В общем, смысл в том, что это усилитель D класса повышенной мощности. Есть ли там 100 Вт на канал? Нет, их там нет и быть не может. Это невозможно. Это невозможно даже для больших усилителей автомобильных, на которых написано 4 по 100 Вт. Там всегда меньше. Но до этого магнитолы у нас были всегда порядка 12-15 Вт на канал. Сейчас у нас есть заявка от производителя этой микросхемы, этого усилителя 4 по 28 Вт при 14 вольтах на 4 Ома. На 2 Ома там есть 50 Вт на канал. Но, конечно, никаких 100 Вт нет, и откуда они пошли, если честно, я не знаю. Я предполагаю, что был какой-то очень умный производитель автомагнитол, который взял, прилепил там надпись MOSFET 4 по 40, кто-то по 45 написал, кто-то по 50, но никогда эти магнитолы не выходили там за рамки 15-18 Вт. Вот, сейчас мы имеем магнитолу с повышенной мощностью, и как бы событие такое, я профессиональный потребитель, можно так сказать, но я в магнитолах ничего не понимаю. Поэтому я поехал к Алексею Тарасову, который находится у нас в Ростове-на-Дону по счастливой случайности. Очень известный человек в мире Sound Quality. Он твикнул не один магнитофон. Он творит вещи с магнитолами, с усилками. Он делает свои собственные усилки под своим брендом. Тарлап. Человек на самом деле гений, настолько, насколько гений, настолько же и скромный, поэтому не все его пока знают, да, очень мало людей его знают, и, как правило, это старожилы Sound Quality, эмовцы. Я ему привез эти магнитолы, и не только их, я привез ему Соньку, которая будет в следующем у нас обзоре. Попросил вскрыть и сказать, что он там увидел. Вот, ну, прежде всего стоит сказать про место, да, где Леша работает. Там давно таких мест не видел. Я вырос в таком месте, папа мой занимался практически тем же самым, и я вот вырос с паяльником в руках, делая себе человечков из транзисторов и резисторов. Вот мне в таком месте находиться очень приятно, там очень крутые вещи я увидел, самодельные колонки стоимостью там около 1,5 миллиона, которые Леша сделал самостоятельно, и они оценены, они действительно играют очень круто. Вот, Леша помог разобрать магнитолы, посмотрел, прозвонил, сказал очень много вещей, которые я не понял, и поэтому вам я не буду их тоже говорить, вы ни хера не поймете. Скажу только основные выводы. Во-первых, самое первое, что я спросил, похоже ли это хоть как-то на те старые пионеры, на те старые Sony, Kenwood, Alpine и так далее. Нет, ничего общего нету у новых магнитол со старыми. Автозвук бессилен против маркетологов, и поэтому мы имеем улучшение привлекательности магнитолы на полке, да, количество функций, которые вы можете оценить еще до покупки, подсветки, всеядность, флешки, USB, там, ну, все эти вещи, но в кишки становятся все более упрощенными, там не используются каких-то там супер технологий, то есть над качеством звука, над функционалом в плане обработки звука никто не работает. Это оставляют в хай-энд устройства, это 99-й Pioneer, если вы хотите, платите, покупайте такие вещи. Здесь все очень просто, и как бы сейчас, вот в наше время, было бы глупо ожидать, что люди сделали магнитофон там себестоимостью в 5 раз больше, если можно не делать этого и зарабатывать те же деньги. Так вот, самое главное, что я узнал, когда съездил к Леше, я просто хотел протестировать эти магнитолы, сколько в них реальной мощности. Я этого делать не буду. Я отошлю вас к тесту американцев.
ссылку на который я увидел в блоге CarMuse. Это блог тоже человека с огромным опытом Sound Quality, очень интересный. Он не снимает видео, но он делает фото и пишет. Вот он сделал обзор этой Sony магнитолы, прикрепил тест американцев, и там есть замеры, по-моему, порядка 40 ватт, что ли, он там выдал. В общем, мне неинтересно сейчас тестировать, сколько выдадут эти магнитофоны. Я знаю после визита к Алексею ответ на главный вопрос. Если вы поставите эту магнитолу, у вас будет лучший звук при большей громкости. Вы получите большую мощность, лучшее управление и, соответственно, к замене этот магнитофон я рекомендую, если вы не пользуетесь внешним усилителем. Вторая важная вещь, которую я узнал, это то, что в и Pioneer, и в Sony стоит один и тот же усилитель. Одного и того же производителя, с одной и той же аббревиатурой. Ну, то есть это абсолютно одинаковые микросхемы, которые стоят и там, и там. Кто лучше? Сонька лучше спаяна, там, ну, чуть-чуть лучше питание у нее. Возможно, она чуть-чуть больше даст мощности. Но при этом ценник у него в 2 раза выше. Ну, о Sony поговорим в следующем обзоре. Сейчас мы посмотрим на комплектацию обеих этих магнитол. Они практически одинаковые. Посмотрим, какие различия. Стоит ли доплачивать за диск. Обязательно включим. Посмотрим, что у нас по настройкам звука. И в конце видео будет очень крутые новости. У нас будет сумасшедший розыгрыш 10 магнитол. Но подробнее я расскажу в конце видео. Теперь давайте взглянем на упаковку и откроем магнитофон. Достанем и подключим их. Основные отличия. Нарисованы у нас одинаковые магнитолы. Единственное, что здесь у нас есть отверстие под диск. Здесь у нас есть пульт в комплектации с этим магнитофоном. Это очень классный перевес в сторону этого магнитофона, потому что диски сейчас практически никто не слушает. Вы здесь платите меньше, получаете пульт. И вот у меня большое сомнение, что это будет популярная модель. Ну, только для любителей компакт-дисков, старожилов. Также мы видим отличие вот здесь. Этот поддерживает MP3 и VMA. Этот не поддерживает MP3, а только флаг, судя по надписи. Ну, конечно, он поддерживает MP3 и, скорее всего, VMA. Я не знаю, зачем они, почему они здесь не добавили вот этот значок. Потому что неопытного покупателя может смутить такая вот надпись, что будут стоять они два рядом на полке, и тут будет написано флаг, который 80% людей или 90% даже не знают, что такое. Здесь будет написано MP3, конечно, человек не понимающий возьмет MP3, поэтому вот рекомендация для компании Pioneer: напишите сюда тоже MP3, потому что вдвоем они на полке могут неправильно восприниматься покупателем. Сзади у нас абсолютно одинаково указано, кто что умеет. Умеют они у нас все одно и то же. У нас здесь выход предусилителя, и почему-то не указано, сколько их. Если не ошибаюсь, их там 2 пары. Откроем, посмотрим. USB, iPhone, Android, AUX фронтальный, всякие вот эти вот функции поддержки смартфонов и так далее. Съемная панелька. Все, ничего необычного у нас больше нет. Я предлагаю проверить, кстати, кто из них читает флаг. Я не удивлюсь, если этот тоже читает флаг. Мы запишем сейчас на флешку VMA флаг и MP3 и посмотрим, кто из них что читает. Но сначала мы их откроем. Предлагаю начать с 280-го, потому что мне интересно, действительно ли у него есть пульт, или он только нарисован на коробке. Итак, вот это вот ненужная вещь, которой не знаю, кто пользуется. Чехол для панельки. Это у нас хвост. Ничего необычного, здесь евро. Ну, никаких отличий не вижу. Провода обычной толщины питания. Для магнитолы повышенного энергопотребления могли бы усилить. Но не знаю, может, это не требуется. Пульт есть, действительно. И магнитола с уже одетой панелькой. Вот он. Класс FD у нас здесь написано. 100 Вт по 4. Ничего сверхъестественного, обычный Pioneer. Никаких переключателей на корпусе не видно. Обычный корпус. Здесь у нас тоже совершенно никаких отличий. Видим 15 амперный предохранитель на входе. И я могу ошибаться, но это, по-моему, больше, чем обычно Pioneer ставит. По-моему, обычно 10 стоит, может и меньше. 2 пары межблочников. И здесь у нас подписано RSV. Это значит, что тыловой канал может работать как тыловой канал во всей полосе, либо как сабвуфер, обрезанный сверху. И при этом у нас будет управление сабом в меню настроек и F фронт. Все, вот все очень просто. Эта магнитола стоит порядка 6
6500 рублей. Я уже боюсь с этим курсом цены какие-то говорить. Но смысл в том, что отличаются они не намного. Если вы захотите доплатить за диск, вам придется отдать еще 1000. Панелька. Вот вы ее не снимете, если не приподнимете чуть-чуть вверх. Вот после того, как вы нажали кнопку, она не достается. Надо чуть-чуть ее подтолкнуть вверх. И туда она вытаскивается. Очень просто. Теперь взглянем на 4800. Тоже не нужный чехол. Пульта у нас здесь нет. Данное устройство требует особой внимательности при прочтении инструкции и эксплуатации, поскольку обладает встроенным усилителем высокой мощности. И видим точно такую же магнитолу. Без какого-либо хотя бы единственного отличия, кроме отверстия под компакт-диск. В настройках, я так подозреваю, будет абсолютно все то же самое. По корпусу идентичные магнитолы. Вот на этом этапе уже я готов сделать выбор в пользу 280-го по 3 причинам. Первое, компакт-диск мне не нужен. Я сэкономлю около 1000 рублей, если его куплю, и получу пульт. Вот. Зачем покупать 4800, если не слушаешь компакт-диски, я сейчас не уверен. Возможно, он чем-то лучше. В общем, полазим сейчас в настройках, но я практически уверен, что это два одинаковых магнитофона. Так, мы готовы разобраться с меню магнитофона, посмотреть, что у него есть за настройки. Также мы посмотрим, как он дружит с айфоном. И также мы посмотрим, как он прочитает. Вот на флешку я записал 4 разных формата. FLAC, MP3, WAV и VMA. Начнем с того, что подключим iPhone. USB iPod — это обычный режим, но у нас есть такая программа, которую поддерживает этот магнитофон. Она называется ARC. Удобная на самом деле программа. Это управление с телефона. Вот такое вот удобное. Можно мотать влево-вправо, переключаться. Play, пауза. Можно выбрать по жанрам, по названию песен, по названию альбомов, либо исполнителей. Очень удобно реализована навигация. То есть вот быстрый доступ вверх-вниз. Мы выходим в разные меню. Здесь мы можем выбрать источник, переключать прямо отсюда. Вот выбрали радио. Компакт-диск, AUX. Можем запустить карты. Не знаю, зачем это нужно. Наверное, выводить помощника голосового, ну, по картам. Хорошая программка. Ну, не знаю, будет ли кто-то этим пользоваться. Мне понравилось, как реализована сама программа, как она работает, удобство интерфейса. Насколько это применимо, время покажет, не знаю. Так, теперь мы посмотрим, как он читает различные форматы. Так, папки. FLAC читает. WAV читает. VMA. Все читает. Очень быстро переключается, прям моментально, задержки никакой. Супер. Листает ли? Ой, отлично. Прям перемотка работает тоже отлично. Очень живенько. На MP3 то же самое. Супер. Магнитофон работает отлично. Вот тормозов, ничего этого нет. Все супер здорово и быстро. Ну и про сам магнитофон. Давайте посмотрим, что у нас тут есть в меню. При выключенной магнитоле, если вы поддержите кнопку Source, вы попадаете в меню глубоких настроек. Здесь мы можем настроить язык, часы, там ничего особенного такого. Вот это SPPO мод, это переключает задние каналы у нас RR SAP
То есть, я так понимаю, что это встроенный усилитель магнитофона будет работать как тыловые каналы, то есть настройки на него будут как на тыл, будет фейдер и все остальное. А межблочный как сабвуфер. Можем поставить и те сабвуфер. В этом случае без усилителя вы можете управлять сабвуфером, подключенным к акустическим проводам. Да, кстати, вот посмотрите, у нас тут самое безопасное в мире подключение в стиле антиавтозвук. Ну, так никогда не делайте. Я это делаю, потому что чтобы быстрее было. Вот, RRR, соответственно, у нас будет и встроенный усилитель, и выход по RCA играть как задний канал. Вот если мы сейчас поставим сабвуфер, у нас будет магнитола на задний канал отдавать саб. Он не играет, наверное, он выключен в меню. Сейчас посмотрим. Да, он выключен. Вот мы его включили, и теперь у нас колбаса. О. Убивает бедный динамик. Моща есть, это чувствуется. Насколько ее больше, не знаю. Я думаю, около 2 раз прибавку мы получили в том же корпусе. По магнитоле одни положительные ощущения. Не знаю, ничего тут не раздражает, ничего не бесит, все интуитивно понятно, все быстро работает. Вот флешку, если выключим, включим iPhone, посмотрим сейчас, как он быстро отреагирует. Все играет отлично. Очень оригинально сделали, смотрите, таймлайн. Вот здесь полосочка утекает по кругу, показывая, сколько времени осталось песни играть. Супер минимализм, дизайн вообще отлично. Вот приложение, не ожидал такое увидеть. Сейчас как бы приложения еще пока кривоватые все. Вот Pioneer сделали вот такую отличную прогу. Мне нравится. Так, сейчас я подключу тот, который без диска, 280-й. Прям в те же разъемы, посмотрим, есть ли какие-то отличия. Судя по всему, это тот же магнитофон, абсолютно. Сейчас посмотрим, какие форматы читает он. Все то же самое читает, и MP3. Флаг он читает, как и заявлено на коробке. Обратите внимание, что 4800 на коробке флаг не написано, однако он его отлично читал. Ну и, собственно, аудио меню, посмотрим, что он умеет. У нас фейдер баланс, эквалайзер предустановки, лауд 3 уровней, тон компенсация. Сабвуфером управление. Подрезать сабвуфер можем на 50 и 200. От 50 до 200. Порядок. 4. Бас-буст есть, не включайте. Хотя можете включать, похеру. HPF 200. 4 порядком. Больше ничего нет. Подсветка не меняется, либо я не нашел где. Вот мы можем только сделать притухание экрана в зависимости от времени суток, либо вручную, и яркость отрегулировать. Все, больше в Illumination ничего нет. То есть подсветка у него не, цвет кнопок не меняется и дисплея. Давайте подытожим. Отличный мафом 280 от 4800 его отличает то, что есть в комплекте пульт и ниже цена. Поэтому я однозначно выбираю из этих двух моделей 280. Меня порадовала всеядность, меня порадовало вот это вот приложение. Я не знаю, как давно оно вышло, наверняка уже давно, просто я вот как бы позже ознакомливаюсь с такими вещами. Она работает, эта вещь, работает без каких-то заморочек. Мне не надо там ничего устанавливать, ничего настраивать. Я просто воткнул, он моментально мне сказал, скачайте приложение ERC. Без него вы будете управлять как обычным iPod. То есть магнитофоном управление, с магнитофона вы можете управлять телефоном, с телефона магнитофоном. То есть нет, с этим нет проблем. Но вот в этом приложении очень интересный интерфейс, очень быстрый, очень интуитивно понятный. Приложение мне понравилось.
По поводу мощности, эти магнитофоны действительно мощнее и по заявкам, и по тестам, которые мы видели. Вот я, если честно, сэкономил время, решил не тестить. Ну, увидели бы мы сейчас там 35 ватт, о чем бы нам это сказало, там, или 30. Здесь явно больше, чем в обычных магнитолах. И только поэтому я очень рекомендую их к покупке тем, у кого нет усилителя внешнего, но кто хочет улучшить качество звука вот малыми потерями. Так что если у вас там стояла обычно там за 2-3-4 тысячи магнитола и вы хотите апгрейд, смело продавайте там ее на Авито и покупайте вот такую, у вас улучшится качество звука. Просто вы достанете старую, поставите новую, у вас качество звука будет уже лучше. И конкурс, который придумал я. Вы должны нарисовать обои. И тематика, соответственно, пионер. Какой пионер, неважно. Автомобильная техника, домашняя техника, диджейские пульты. В общем, это должны быть очень красивые, крутые обои. Разрешение картинки должно быть Full HD минимум, но желательно 4К. Присылать фото куда, я скажу позже. На стене размещу, как, в каком виде, в каком формате присылать фото. Оценивать, я так думаю, будут сотрудники компании Пионер. Они выберут лучшие фото, возможно, выставят потом их на голосование, чтобы уже зрители выбрали лучших из лучших. Либо выберут все сами, то есть призов достаточно много, это 10 призов, а мы уже разошлем. Ну, соответственно, мы рассылать будем только транспортной компании, поэтому основное условие для участия в конкурсе: вы должны иметь возможность получить призы в любом городе, где есть транспортная компания, любая. У нас есть все. ПЭК, КИТ, Энергия, Байкал, неважно. Короче, любители фотошопа, профессионалы фотошопа, люди с воображением, сделайте крутые обои. У нас получится целая коллекция, я уверен. У любителей автозвука, домашнего звука появится как минимум серия крутых фотографий, которые можно будет сделать сменными на рабочий стол. И вот это не пройдет бесследно. Я уверен, что от этого выиграют все. Те, кто не выиграет магнитолу, в любом случае попрактикуют свое воображение. Их фото в любом случае увидят люди. Ну а 10 счастливчиков получат крутые магнитолы. И даже если они вам не нужны, у нас в преддверии 23 февраля, 8 марта отличная экономия на подарки. Подарок отличный, поэтому берите мышки в руки, рисуйте. Многоуважаемые дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Миша Лендровер. И по просьбе компании Пионер в обзорах Cloud Sound больше не будет мата и этого вульгарного басика. А ну съебись нахуй отсюда! Ну чё, вы, наверное, думали, что наконец-таки увидели уже обзор Loud Sound без мата? Ну хуй! Вы угадали? Подписаться не забудь!